Стабилов со своей авторской программой «Симфонии радостных». Ты искал меня всюду. Доброго времени суток, дорогие, горячо любимые телезрители. В эфире YouTube-передача «Симфонии радостных дней» и ее бессменный ведущий Всеслов Стабилов. Как прекрасен Псков в это время года. Романтичное переливание трелей птиц и цветовое заигрывание природы. Напоминает о таком поэтичном и оттого таком народном жанре для российского народа — хардбасе. Но так ли все просто с этим жанром? Когда он зародился и почему так полюбился россиянам? Какие известные представители? И что же нам ждать дальше? Для ответа на эти вопросы мы обратились к молодым специалистам. Здравствуйте, дорогие подписчики! Я Борис Хлебов. Сегодня мы разбираем хардбас. А если быть точнее, его интеграцию в славянскую культуру. И в этом нелегком пути мне поможет мой товарищ Влад Простынин. Здорово. Давно не виделись. Последний раз в 2004-м, но сам себе режиссер. И тогда в рубрике «А вам слабо» сделал себе из спичечных коробков девушку. Хардбас – музыкальный жанр, характеризующийся быстрым темпом 150-175 BPM. Классификация танцевальной музыки находится между хардстайлом и баслайном. Изначально был под жанром пампинг-хауса. Производный хауса, характеризующийся бьющим гулким басом. Бамбу-бас – визитная карточка хардбаса. Придумали его в 90-е годы голландские музыканты Clubheads. Их треки относятся к жанру пампинг-хауса, но именно они написали трек, который считается отправной точкой хардбаса. Таким образом, вместо пампа с мелодичными синтами и сложными ударами появляется версия звучания, в которой бамбу выходит на первый план. Сейчас хардбас является не только отдельным музыкальным жанром, но и целым пластом современных славянских культур. Хотя, согласно открытым источникам, считается, что жанр родился в поздние 90-е годы в России, как ответ на хардкор, хардстайл во всем мире. Широкое распространение жанр получил не сразу. Многие слушатели предпочитали классику хардкора взамен отечественному продукту. Первая волна, серьезно захлынувшая массовую аудиторию, примерно в середине 2000-х годов, благодаря флешмобам с танцами в самых неподходящих местах. Участниками массовых танцев были хулиганы и завсегдатаи упячки. Тем не менее, можно проследить влияние праворадикальной культуры России середины 2000-х. А высокий темп музыки, пропаганда здорового образа жизни в незамысловатых текстах окончательно сформировали портрет танцора. Балаклавы, пуховик, иногда даже с жилеткой, спортивные штаны и эрмаксы. Сам же танец является самобытной, но все же интерпретацией джамстайла и хаку, но значительно упрощенной. Второй и самый значимый виток популярности хардбаса начался в 2015 и продолжается по сей день. На сей раз влияние оказал интернет и мемы, что позволило всему миру ассоциировать славянскую культуру с памп-звучанием, но лишило жанр дальнейшего развития. Способствовали этому процессу видео из Сталкера с коронным чики-брики и в дамке, мемы и в частности PewDiePie, который имеет отдельную рубрику «Юслав Юлус». Теперь же образ слушателя хардбаса приобрел ироничный оттенок.
Все те же темные спортивки и балаклава. Плюс машина с наклейкой Adidas, автомат Калашникова в багажнике, водка. Ну или хакер-геймер из России, все так же с балаклавой. Сам танец претерпел незначительные изменения, получив больше этнических движений, например, движение в присядочку. Итак, хардбас – исконно славянский продукт, уникальный, но планировавшийся как попытка создать свою хард-техно-сцену, но в процессе претерпевшего значительные изменения. От хулиганского танца с простейшими движениями он перерос в целый пласт интернет-культуры. Благодаря плотной интеграции с мемами, низким требованиям к звучанию, отсутствию принципиального развития как жанра, сцена сейчас представлена рядом коллективов, которые эксплуатируют образы славянской урбан-культуры и карикатурные клише. Знаковыми артистами являются Гопник, МС Блядь, Диджей Блядьмен, Черноблин, Старслав, XS Project и небезызвестный Life of Boris. Остановимся на нескольких коллективах и послушаем их музыкальные отрывки. Хардбас School, наш гимн. Раз, это хардбас, все в спортивках Adidas. И на Nike пацаны, слушаем хардбас. Данную композицию знает каждый уважающий себя человек в России. Гопник МС Блядь, Мурка. Данная композиция выгодно отличается от остальных тем, что в ней использован сэмпл народного шлягера «Мурка». Чики-брики, хардбас Anthem. Этот трек уже известен во всем мире за счет компьютерной игры Stalker. Кстати, я в нее играл у бабушки на даче. Давай три полоски. Три полоски, три полоски. Хардбас тусовки, Adidas кроссовки. Три полоски. Не менее известный трек-побратим, часто играющий на тусовках. GSPD XS Project I Love Hardbass. Данный трек уже является новым направлением в жанре хардбас. Моя бабушка его, к сожалению, уже не знает. Аглибой, спортивные очки. Девочки, мои спортивные очки. Этот трек вобрал в себя наследие памп-звучания, но при этом имеет свежую стилистику за счет граймового вокала. Дети рейв, хороводы в аду. Перрон, летим, тут по кому горим. Мама Марина, папа Карим, билеты в огонь, что натворим? Давай, ноги в Nike, я Наруто, о май. Данный трек вбирает в себя достаточно темное и жесткое звучание. Мне такое не очень нравится. Если говорить о самом жанре хардбас, а не его производных, то едва возможно представить музыку и артистов вне клише, в разы снижает адаптивность жанра к новым реалиям. Появляются новые исполнители, заявляющие новые поджанры, которые эксплуатируют те или иные узкие тренды, как, например, католический хардбас. Но что нам действительно нужно, это пост-хардбас. Иначе же жанр запоминается как ряд несерьезных шаблонов русской, украинской и польской культуры. Поддержите хардбас. Отправьте смс с текстом «Я долбоеб и очень серьезно отношусь к музыке» на номер 8 800 304 единицы 1488. Каждое ваше сообщение делает мир нисколько не интереснее и не лучше. Вы дебил. Здрасте! Сегодня я буду готовить топливо войны. Нам понадобится преимущество. Вот это. Будем готовить вот это.
русским чугом. Дайте нож. Дайте нож. Дайте пиво я. Нормально. Нормально. Типа ебать, блядь, потом мужик еще отстилать. Блядь. У меня руки после курицы все скользят. Блядь, я бы ее сейчас разбил, что-то. О. Сейчас мы все это выльем и нальем молоко.